Один из самых нашумевших сериалов «История любви» выходит очень дозированно, и до сих пор первый сезон подкидывает нам каждую неделю новый эпизод. Я, наверное, впервые так слежу за сериалом, и каждую новую серию пересматриваю несколько раз. Поэтому, не дожидаясь финала, уже зачесались руки обсудить одежду главных героев, обратить внимание на некоторые образы и вспомнить некоторые биографические факты. Меня зовут Елена Гонза, я рассказываю о кино и костюмах кино, поэтому погнали. Я очень ждала выхода этой любовной истории в киношном или сериальном виде. Потому что мне всегда пара Кэролин Бессет и Джона Ф. Кеннеди-младшего казалась, какой-то иконичной. Они будто небожители, которые спустились на землю и всем показали, как надо, как правильно. А, Они были молодые, красивые, успешные, богатые, то есть все, что нужно для идеальной картинки. Кэролин была девушкой, которая по факту сделала из себя сама. Она была it girl. А Джон, не просто так его все называли принцем Америки. Он был из довольно известной семьи, и практически вся страна наблюдала за его жизнью с самого начала его жизни. В общем, сажусь я искать информацию по этой паре, по этому сериалу, и вдруг осознаю, что я делаю это все вот в этой самой футболке, в которой сейчас сижу. Это не просто футболка. Это цитата к футболке, которую разработал для фильма «Челленджеры» тогдашний художник по костюмам, а на сегодняшний день креативный директор Дома Диор Джонатан Андерсон. Тогда в фильме в ней появляется мной обожаемый Джоша Коннор, а после и Зендея. И Джонатан в одном из интервью как раз рассказывал, что, создавая образы персонажей, он в уме держал JFK-младшего. И эта футболка, отсылка прям к футболке, которую носил JFK, выгуливая собаку, и это не просто надпись «Я же говорил», это цитата, которая непосредственно относится к истории его семьи и его отца. У меня есть рилс на канале, я вот сброшу, если вам будет интересно. Я, кстати, очень надеюсь, что JFK в сериале все-таки появится в этой футболке тоже. И тут, помимо еще футболки, я вдруг понимаю, что у нас с JFK-младшим в один день рождения, а мне сейчас 39, то есть это как раз тот возраст, когда его не стало. И думаю, очень символично. А что же касается Кэролин Бессет, то мне нравилась стилистика ее одежды. Как раз вот они были популярны, когда у меня был подростковый возраст. И помню, что я обожала завязывать косыночку на волосах, так как и она. Но, к сожалению, таких волос и такой грации, с которой она играла своими волосами, как не было, так и нет. Возвращая все-таки фокус внимания на сериал, начну с того, что вспомню про первые фотографии с Сарой Пиджин в исполнении Кэролин и Полом Энтони Келли в исполнении Джона, которые появились в соцсетях. Появились эти фотографии прошлым летом, и вызвали они просто бурю негодования. И понятно почему. Эти снимки как раз говорили о том, что, ребят, давайте честно, костюмы, одежда, аксессуары не менее важны, чем сами актеры, появляющиеся на экране. Потому что, когда речь идет про биографию подобной пары, которая была не только известна, но и связана с модой, невозможно показывать персонажей в полиэстере, искусственной коже, конверсах, которые не носила Кэролин, и не с той сумкой Биркин. Это все-таки важная история, она была известна в мире моды, она была самой модой, и, так нельзя. Про это нельзя, конечно же, услышал продюсер Райан Мерфи и сделал выводы. Художница по костюмам Лия Каснельсон покинула проект, и ее место занял Руди Манс. Кстати, Манс и Мерфи уже не впервые сотрудничают. Среди их общих проектов «Вражда», «Капоты против лебедей», «Монстр», «История Джеффри Даммера» и «Доктор Одиссей». А кроме того, Манс также создавал костюмы для сериала «Алиенист» и фильма «Американское чтиво» Корда Джефферсона.
После звонка предложения поработать у Манса было 24 часа на то, чтобы сесть в самолет, а после 4 дня, чтобы переделать все костюмы. Теперь главная задача шоу заключалась в том, чтобы как можно более точно показать пару Кэролин и Джона. Для этого были проведены быстрые пересъемки, и теперь цвет волос Сары был доведен до совершенства, а все имитации в плане одежды и аксессуаров были заменены оригиналами. Тут появляются винтажная Прада, Кельвин Кляйн, Йоджи Ямамото, Манула Бланик и множество других. Теперь, можно сказать, началась настоящая магия создания сериала «История любви». Руди Манс начал свою карьеру в качестве ассистента редактора моды в Condé Nast. Тогда он приобрел весьма полезные навыки, которые используют на своих проектах и по сей день. Каждая работа у него начинается с обширных мудбордов, и здесь работа начиналась точно так же. На мудбордах для этого сериала были практически все образы Кэролин Бассет, в которых она когда-либо была запечатлена фотографами. Это было полезно не только для того, чтобы понять, как именно одевалась Кэролин, но также и для того, чтобы найти очень похожие или аналогичные вещи. Кроме того, Манс провел очень глубокое исследование, чтобы понять, как одевалась Кэролин в 90-х, вернее до 90-х, до того, как она стала известна. Манс рассказывал, что он вырос буквально одержимый парой Кэролин и Джон, и так же, как и многие другие в тот период, очень интересовался новостями, связанными с этой парой. Также он довольно неплохо разбирается в нюансах и эстетике 90-х, и поэтому ему, помимо того, что было понятно, как работать с материалом, и еще было и интересно. Кроме того, он рассказывал, что очень важным источником информации для него послужила книга Суниты Кумар Наир, книга Кэролин Бассет Кеннеди «Жизнь в моде». Она ее написала в период ковида, то есть книга сравнительно недолго существует, но она довольно популярная. Я тоже пользовалась ею как источником. Очень рекомендую, если у вас есть возможность ее приобрести или найти. Там очень много действительно полезной информации. Есть часть снимков, которые встречаются крайне редко в соцсетях. И кроме того, Сунита берет очень много интервью у людей, которые знали эту пару, начиная от Кельвина Кляйна, бывшего босса Кэролин, и заканчивая ее однокурсницей из Бостонского университета. Манс рассказывал, что как раз когда он летел в самолете на этот новый свой проект, он захватил с собой книгу и листал сначала, делая просто фотографии, а потом понял, что он практически всю книгу отфотографировал, насколько она была для него важна. К слову сказать, они подружились с Сунитой, и она была консультантом этого фильма. О ее вкладе я расскажу немножко дальше. Художнику по костюмам было важно показать не просто хорошие, качественные вещи на Кэролин, а найти те образы, которые отображали ее сущность. Найти ту одежду, которую мы очень четко можем с ней ассоциировать, которая качественная и хорошая, но которую мы не помним ни на ком другом. В частности, как пример, он вспоминал верблюжье пальто Прада, и когда его нашли, он рассказывал, что это был очень важный для него момент. Для того, чтобы не запутать вас и не запутать себя, я изначально расскажу про одежду, которая использовалась для сериала, а уже во второй части эпизода обращу внимание на какие-то культовые элементы одежды, которые появлялись в гардеробе как у Кэролин, так и у Джона. Очень важный момент, который, как мне кажется, просто надо подчеркнуть красным маркером, и который очень много говорит не только о профессионализме Руди Манса, но и о том, как к Кэролин Бассет на самом деле относились люди из мира моды. Некоторые дома
моды, в частности, Валентина, в частности, Юджи Ямамото и Манола Блahnik открыли свои архивы для того, чтобы Манс мог использовать вещи периода 90-х годов в своих работах. Например, из узнаваемых образов, которые были взяты в архиве, мы можем выделить пальто в зеленую клетку от Валентина. Это пальто было очень необычным выбором для Кэролин, возможно, потому что это был не ее выбор, это пальто ей подарил Джон, по-моему, в Риме. Также здесь была одежда от Прада в избытке. Кэролин любила этот дом моды. Также тут появляются вещи от Анн Демельмейстер. Здесь есть одежда от Агнес Би. Конечно же, много Кельвина Кляйна. В частности, платье-комбинация, в котором она появляется пару раз. Вообще, отдел костюмов говорил, что у них, наверное, самое большое количество одежды Кельвина Кляйна 90-х годов. Они попробовали собрать максимальное количество для того, чтобы одеть не только главных героев, но и вообще всю массовку в Кельвин Кляйн. Как ни странно, но не самые известные популярные вещи было сложнее всего найти. Дело в том, что Мансу хотелось максимально точно и скрупулезно отобразить те вещи, которые были задокументированы на фото или на видео, на Кэролин или на Джоне. Поэтому, если какую-то вещь они не находили, они пытались ее воссоздать. Вот таким вот камешком на дороге было черное пальто Патагония, которое предположительно принадлежало Джону, которое было на Кэролин, и запечатлели ее в нем во время ссоры. Его просто нигде не могли найти, пока в какой-то момент ассистентка Манса не забежала к нему в кабинет с криком: «Я его нашла!» Он: «Да где же оно? Оно же в Токио!» Оно оказалось на японском eBay. Еще одна вещь, которая буквально мучила художника по костюмам, это была сумка Прада. Мансу казалось, что у них есть все сумки, но в какой-то момент он понял, что в одном сезоне Прада выпустили две практически идентичные сумки, но одна была со строчкой на ручке, а другая нет. И именно такая вот со строчкой на ручке оказалось, что нужна для того, чтобы, ну вот прям правильно передать образ Кэролин Бассет. Эта сцена была, где они возвращаются из медового месяца в Турции, и она выходит к журналистам в черном свитере с своеобразным вырезом и в бежевой юбке. То есть вы понимаете, кадр очень известный, один из самых известных кадров вообще этой пары. И тут за неделю до съемок Руди Манс понимает, что это не та сумка. И надо срочно искать. И, ребята, ее находят в Украине. Ее находят у нас на сайте Etsy. Но, естественно, было понятно, что под большим вопросом, приедет ли она вовремя. Поэтому, заказали, ждали, но все-таки сосредоточились на съемках и на других предметах одежды на Саре Пейджен. Кстати, в этой же сцене Сара надевает оригинальные сапоги. Они были на размер больше, это Сару не смутило, она там что-то подложила, но она в тех самых сапогах. Начинается сцена, там 300 статистов. И тут Руди узнает, что сумка приехала, и его ассистентка едет с ней на съемочную площадку. И тут начинается просто какой-то квест, потому что он отслеживает Uber. Сара снимается с сумкой, которая без строчки, но так как зачастую начинают снимать от общего плана, эту сумку не сильно видно за головами папарацци. Дальше начинается смена кадра, начинают менять оптику, начинают там перестановки эти все. И в этот период приезжает такси с той самой сумкой. Манс бежит с этой сумкой к Саре, хватает ту, которая у нее была в руках, дает ей правильную. Сара говорит: в чем дело, что происходит? Говорит: я тебе потом объясню. И тут он видит, что начинается съемка, и эта сумка попадает в кадр. И в кадре, это какая, по-моему, 7-я серия, мы видим правильную сумку. Обратите, пожалуйста, внимание. Не просто так эта сумка, от нас приехала.
Но если, например, эту сцену можно было сделать максимально точно, и так сложились обстоятельства, что так и получилось, она была воссоздана благодаря снимкам папарацци, то были сцены, которые скорее для связки сюжета, но в реальной жизни очень мало людей могли бы сказать, действительно это так или нет. Ну, например, начиная от первого свидания, Кэролин и Джона. Ну, никто там не был, никто не документировал, в каком платье она была, и как вел себя Джон, о чем они говорили, и вообще опоздал он или нет. Был еще, например, вот момент, когда она надевала одежду дома. То есть, ну, об этом могли знать близкие люди. Благо, есть много каких-то источников, интервью и книги, где упоминалось об этом. Но, например, в чем спала Кэролин, никто не знал. И когда в сцене интимной, когда они ложатся спать, было прописано, что Сара должна надеть комбинацию с шелковым халатом, это не сильно ложилось, и тут Манс понял, что что-то не то. Что-то как-то снова не то. И он проконсультировался как раз с Сунитой, с автором той самой книги, которую я упоминала немного ранее, и она сказала, что действительно Сара так не могла одеваться, она скорее спала в ночнушке такой бабушкиной, катоновой, белой, разлетаечки такой. Поэтому когда этот образ пересобрали, когда нашли правильную ночнушку, тогда и как-то вся сцена сложилась, и вся серия выглядела более собранной и правильной, и понятной нашему глазу. Не могу не упомянуть и про еще одну икону стиля, которая появляется в этом сериале. Я имею в виду Жаклин Кеннеди, мать Джона Ф. Кеннеди-младшего. Она довольно долго жила под прицелом камер, за ее жизнью следили папарацци, ну как иначе, она все-таки была вдовой Америки. Тем не менее, Жаклин привыкла не то, что правильно находиться перед камерами, а она научилась отслеживать то, что попадает в печать. И, например, мало кто знал, что она курила. Таких фотографий не было в доступе, но только сейчас иногда начинают появляться редкие архивные фотографии, видимо, из каких-то семейных архивов или архивов друзей. Например, когда Жаклин Кеннеди, будучи беременной, держит сигарету в руках. Существует довольно много фильмов про Жаклин Кеннеди, однако чаще всего она там моложе. И не помню какого-либо фильма, где она была представлена приблизительно в том же возрасте, как в этом сериале. Тут она показана в последние годы ее жизни, когда она уже была не совсем здорова. Ее тут играет Наоми Уотс, и это третий или четвертый проект, где сотрудничали вместе Наоми Уотс и Руди Манс. Они точно сотрудничали над сериалом «Монстр», вот эта история Даммера, и она также играла одну из лебедушек Трумана Капоте во втором сезоне сериала «Вражда». Кстати, надо будет, наверное, рассказать о том сериале. Он как раз показывает интересных также персонажей немножко более раннего периода, но там все-таки светские лица, и там, кстати, показана Ли Радзивилл. Джеки, по-моему, там так совсем чуть-чуть упоминается. В общем, имея уже налаженные контакты, дружеские отношения, Наоми и Мансу было гораздо легче найти тот образ, которым была представлена Джеки. Они решили ее показать в более комфортной обстановке, более непринужденной, поэтому тут Джеки появляется в свитерах и джинсах. В принципе, не так много фотографий, которые мы можем найти в интернете, где показана Джеки в последние года. Конечно,
еще меньше, где она снята папарацци. Было несколько выходов, где она все-таки выглядела, как обычно, превосходно, но если это были фотографии где-нибудь на улице, она была в пальто или в большом тренче, который казался немножко больше, и этот момент также решил использовать Руди Манс, делая одежду для персонажа Наоми Уотс. Например, создавая образ для прогулок, был взят классический тренч Burberry, он был оверсайз, и еще Манс решил добавить подплечники. Таким образом, он подчеркнул хрупкость данного персонажа. Также здесь много использовалось винтажных вещей для гардероба Джеки. Например, тут были модели от Селин, Гуччи, Холстона и Феррагамо. Вся одежда в гардеробе этой женщины, подчеркну, была на 1 или 2 размера больше, для того, чтобы показать, насколько она хрупкая и уязвимая. К слову сказать, и для гардероба всех остальных персонажей также использовался индивидуальный подход, но если мы будем рассматривать всех, мы, наверное, просто растянем этот выпуск на несколько часов. Но, насколько вы понимаете, здесь подход был не просто, чтобы воссоздать правильную одежду, а чтобы найти и стиль, который подходил бы, да, когда мы просто угадываем, как могли бы выглядеть главные герои в более непринужденной обстановке. Но в то же время было важно придерживаться того качества и тех правильных материалов и фасонов, которые соответствовали тем людям, о которых идет речь. Все-таки это не просто сериал, который поставил высокую планку в плане костюмов. Нет, это люди, которых знал весь мир, которых и знает весь мир, и, соответственно, они должны были выглядеть и в этом сериале на высшем уровне. Что же касается будущего всей той одежды, которую мы видим в сериале, то Манс говорил следующее. Часть из этой одежды будет, естественно, архивирована, часть вернется к своим владельцам непосредственным, то есть как в дома моды, которые предоставили ее на время съемок, так и в костюмерные Лос-Анджелеса, откуда была взята опять-таки часть вещей чаще для массовки. Но и, конечно, он надеялся, что некоторые из вещей будут представлены на какой-то выставке, и даже где-то, по-моему, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе все-таки прошла небольшая выставка, где можно было увидеть собственными глазами ту одежду, которую мы здесь и наблюдали. Что же касается сюжета сериала, то здесь мы видим Кэролин с первых серий как восходящую звезду в Кельвине Кляйне, которая завоевывает авторитет и расположение не только вип-гостей, но и самого Кельвина. Также мы видим ее общение с близкими друзьями, какие-то романы и, конечно же, знакомство с самим Джоном. Они знакомятся в 92-м году на благотворительном вечере, но как-то оно так сумбурненько перетекает из вроде как флирта, небольшой интрижки в разрыв отношений, когда он продолжает свои отношения с актрисой, с которой он довольно долго встречался. Это Дэрил Ханна, которую играет Дрю Хемингуэй. Также очень много перипетий по поводу его семейных отношений, так как я уже упоминала. Это период, когда Джеки уже была с очень плохим здоровьем, и периодически она попадала в больницу. Ну и на фоне этого всего как-то то развиваются, то не развиваются отношения Кэролин и Джона, потом они как-то очень резко развиваются. В общем, очень сумбурно мне показалась эта история, и я пошла гуглить.
Благодаря описанной хронологии отношений Кэролин и Джона в некоторых статьях в интернете получилось понять, что же такое резало глаз, почему возникала некая разрозненность вот восприятия и что было не так. В общем, просто за эти 9 серий на самом деле пытались показать период отношений, который длился 7 лет. И как рассказывал исполнительный продюсер сериала в одном из интервью Брэд Симпсон, они решили, например, опустить несколько лет, когда пара то воссоединялась, то расходилась, и делали они это гораздо большее количество раз, чем на самом деле мы видим в сериале. В общем, с 92 по 94 это была такая очень смазанная история. Они официально начали встречаться в 94 году после смерти Джеки. И в 96-м они поженились. То есть даже вот этот период между началом официальных отношений и свадьбой длился 2 года. Но это уже более структурированно показано в сериале. И, конечно же, это был очень красивый эпизод и в сериале, и в жизни тоже. Конечно, для воссоздания подобной пары на экране необходимы были герои не только молодые, красивые и яркие, но и те, которые могли бы показывать свою харизматичность через экран, а также иметь общую химию. Этими героями, как я уже говорила, стали Пол Энтони Келли и Сара Пиджин. Для Келли это была дебютная роль, и в интервью он рассказывал о том, что в феврале еще он сомневался, сможет ли он вообще получить эту роль, а в мае она уже была его. Он рассказывал, что основным источником к подготовке к этой роли было прослушивание аудиокниги, которую озвучивал Джон Ф. Кеннеди-младший. Он озвучивал книгу своего отца «Профиль мужества». Именно пытаясь воссоздавать речь сына президента, бывшего президента Америки, он как раз и в основном работал над своей ролью. Что же касается Сары Пиджин, то ее отобрали практически сразу. До этого у нее было аж 1,5 дня на исследование своего персонажа, но как только сценарий попал ей в руки, она поняла, что героиня очень многогранна. А на самом деле источников, по которым можно было бы воссоздавать какие-то движения, грацию или манеру речи Кэролин, их практически нет. Есть не так много документальных видео, где видно Кэролин во время работы, и буквально, по-моему, одно интервью, где она, секунд 5-10 говорит пару фраз. Поэтому, опять-таки, она воспользовалась книгой, которую упоминала немножко выше, но и некоторыми другими книгами. Также она говорила о том, что обращала внимание на фотографию и на глаза самой Кэролин, то, как она смотрела на людей. Она акцентировала внимание, что у Кэролин был своего рода какой-то настрой, магнетизм в плане людей. Ей были очень интересны люди, это считывалось, и она таким образом также пыталась говорить в первую очередь глазами. Впоследствии актеры рассказывали, что, конечно же, некоторые вещи, как в гардеробе, так и в быту, которыми пользовались Джон и Кэролин, были очень полезны для вхождения в эти роли. В частности, конечно, без кепки и велосипеда Джону не быть просто Джоном, и это чуть ли были не основные вещи и аксессуары, которые помогли прям прочувствовать себя, прочувствовать этого персонажа через его движения. Келли, а по поводу Сары она говорила, что ей в
принципе, помогла прическа, потому что сначала мы видим ее героиню как растрепанного щенка, а ее волосы очень часто находятся в таком легком хаосе, но чем чаще она появляется перед прессой, тем они, во-первых, становятся светлее, во-вторых, они более уложены, она их все чаще начинает затягивать в пучок. А также она говорила, что и одежда влияла на вот это ощущение, в частности, наряды от Йоджи Ямамото, которые она воспринимала как одежду, как своего рода броню. Но очень четко каждый из актеров подчеркивал, что им было крайне сложно сниматься в сценах на улицах Нью-Йорка. В частности, одна из самых тяжелых сцен была ссора в парке. Тогда Сара подчеркивала, что было очень страшно и неловко, и неприятно, когда за тобой наблюдает такое количество людей, тебя фотографируют, и очень страшно представить себя на месте Кэролайн, и точно так же и нашему актеру, играющему Джона, было очень неловко и очень тяжело, при том, что это вообще его первая роль была, выносить взгляды посторонних людей. Они как раз и говорили, что прочувствовали как нельзя лучше благодаря этой сцене то давление моральное, которое испытывали их персонажи. К слову сказать, эта сцена и в реальной жизни очень ранила этих двух людей. Тогда Нью-Йорк Дейли Пост опубликовали 8-страничную статью про эту ссору и эту драку. В сериале мы видим, в принципе, догадки о том, как потом с Кэролин разговаривала тетя Джона, как она сама переживала, о чем они говорили во время этой ссоры. Немножко здесь смазан, конечно же, контекст, не передана историческая достоверность. Как мы видим в сериале, они вроде как бы еще говорят о том, что Кэролин еще думает, выходить замуж за Джона или нет, говорить ему да или нет, но на самом деле по хронологии они уже были 5 месяцев, как официально помолвлены, хотя до этого, да, действительно, она не сказала ему «да». Есть несколько источников, их друзья и родственники упоминали о том, что Кэролин действительно не сказала «да», но в некоторых источниках говорилось о том, что она, тем не менее, ходила и рассказывала, что она выйдет за Джона. Кто-то рассказывал, что для Джона это было очень необычно получить отказ, и он даже не ожидал, но такое чувство, что это даже его желание жениться подогрело еще больше. Точнее, я, естественно, имела в виду то, что она 3 недели взяла на подумать. Несмотря на то, что JFK-младший являлся самым перспективным женихом Америки, все-таки женщина, которая имеет уже определенный вес и собственный голос, и, естественно, приватность, понимает, что может нести брак с подобным мужчиной. Так или иначе, через полгода после этой запечатленной ссоры в парке состоялась их свадьба на уединенном острове Камберленд на побережье Джорджии. Тогда присутствовало на церемонии всего 32 гостя, и каждый приехавший должен был предъявить индийскую монету. На этой церемонии отсутствовали папарацци, был, по-моему, только один фотограф. Свадьба из-за опоздания жениха и невесты проходила при свечах, но, тем не менее, снимки после этой церемонии облетели весь мир и даже сейчас очень часто используются на мудбордах в компаниях, которые организовывают свадьбы. Невеста была в белом шелковом платье, которое как нельзя лучше подчеркивало не только ее фигуру, но и личный стиль. Его для Кэролин разработал Нарцисс Родригес, ее близкий друг и тогда начинающий дизайнер. Они подружились, еще сотрудничая вместе у Кельвина Кляйна.
А это платье на немногочисленных снимках интересно рассматривать, отмечая для себя элементы кроя или определенные детали, но не менее важно обратить внимание, конечно, и на аксессуары, которыми Кэролин дополнила свой образ. В частности, это прозрачные белые перчатки, тюлевая фата, ее туфли от Манола Бланика и букет ландышей. Конечно же, Мансу хотелось воссоздать это платье как можно более натурально и детально. Он изучал, насколько это было возможно по фотографиям, все элементы платья, весь крой, швы и тому подобное. А еще он говорил, что очень помогли эскизы Родригеса, которые были найдены в одном из номеров Vanity Fair. И там, кстати, были как эскизы свадебного платья Кэролин, так и платье для репетиционного ужина. Затем стал вопрос о правильно подходящей ткани, потому что Манс хотел использовать такой же шелковый креп, как использовал Родригес. Поиски привели в уже культовый магазин в Нью-Йорке B&J Fabrics. Я об этом магазине, кстати, уже упоминала в каком-то из эпизодов. В общем, там их спросили, над чем вы работаете, они сказали, и им ответили, что вообще-то у нас Родригес заказывал ту самую ткань для свадебного платья Кэролин, и мало того, в магазине сохранился образец той самой ткани. Он был крошечный, он пожелтел за это время, за более чем 30 лет, но, тем не менее, благодаря этому диалогу, благодаря этому магазину, Мансу и его коллегам удалось связаться с фабрикой в Европе, которая производила тот самый шелковый креп, и заказать точно такую же ткань для поставки в США для воспроизведения свадебного платья Кэролин. Руди Манс вспоминал, что в период пошива этого платья было 4 или 5 примерок. Его шила модельер из Филадельфии Анна Лайт, которая на поезде приезжала в Нью-Йорк каждый раз с этим платьем, снимала мерки, уточняла все по пошиву и отправлялась обратно домой. Когда должна была быть съемка уже непосредственно этой сцены, ту ночь Анна не спала, до 2 часов шила это платье, практически как Родригес. Кстати, в фильме указано, что просто почему-то шок происходит у тех, кто находится в комнате, от того, что, оказывается, платье надо через голову одевать. По воспоминаниям друзей, там была причина немножко другая. Была причина в том, что Кэролин очень похудела за те несколько недель подготовки к свадьбе, и его просто нужно было ушить на нее, и Родригес буквально ушивал на ней это платье. И вот проблема с опозданием была именно из-за этого. Но в фильме это выглядит более кинематографично. Но, между прочим, не из-за одной Кэролин свадьба затянулась, потому что Джон потерял свою рубашку. Об этом не упоминают. Видно, что он тоже опоздал и почему-то едет с задержкой, но по воспоминаниям друзей, благо много кому хотелось написать, вот какая причина опоздания была у Джона. А что касается деталей этого наряда Кэролин, то тут прям мурашки. Дело в том, что Сара Пиджин надела те самые Манола Бланики, в которых была Кэролин на свадьбе. Они были из архива Манола Бланика. И, кстати, сам Манола рассказывал о том, что Кэролин, когда приходила у него делать покупки, у нее никогда не было каких-то необдуманных покупок, или она там не брала в подарок еще что-то. Наоборот, если она приходила за чем-то конкретным, всегда вот она брала ровно то, что там нужно, и ничего более вычурного и ничего лишнего. А перчаточник, у которого заказывала свои перчатки Кэролин Бассет, до сих пор работает в Нью-Йорке. И, естественно, к нему также Манс обратился, и он рассказывал, что видел даже оттиски рук Кэролин Бассет у этого мастера. Естественно, они заказали свадебные перчатки у него и получили точную, идентичную
копию свадебных перчаток Кэролин. Но на этом трудности не закончились, потому что нужно было еще воссоздать платье-майку, которую также сделал Нарцисса Родригес для Кэролин для репетиционного ужина. Фотографий Кэролин в этом платье было еще меньше, соответственно, это была задачка со звездочкой, но, во-первых, уже упомянутый эскиз помог, а во-вторых, одна из ассистенток Манса нашла фотографию модели в очень подобном, скорее всего, том самом платье сзади, что очень помогло в разработке. Заканчивая разбор этого эпизода, я не могу не сказать пару слов про кольца, потому что несколько раз упоминается в эпизоде, что Джон делает Кэролин предложение с кольцом матери. Там немножко запутанная история, вроде оно, вроде не оно, вроде это кольцо, которое сделал ее друг-ювелир, больше похоже на то, которое Джон дарит. Ну, в общем, непонятно. Есть фотографии, где это кольцо очень похоже на кольцо Джеки Кеннеди, которое она носила, будучи моложе. Она его называла своим плавательным кольцом, и они действительно схожи, как вы можете видеть. Но это кольцо для меня отошло на второй план, когда я узнала, как выглядели обручальные кольца этой пары, потому что их создал ювелир Гого Фергюсон, и эти кольца, они золото, но они отлиты из ребер гремучей змеи. Конечно, да, там много символизма и тому подобное, но меня удивил сам факт, что это, да, действительно золотое кольцо, но оно повторяет полностью часть скелета этого существа. Я их очень боюсь просто. Вот. Но еще больше меня удивило, что эти кольца есть в продаже в золоте, в серебре, как хотите, можно даже заказать онлайн. Ну и напоследок несколько слов про стиль самой Кэролайн Бассет, так как мы, конечно же, видим эти все фотографии, где она в дизайнерской одежде от Ямамото или от Прада, но на самом деле ее элементы стиля были заложены в ее гардероб еще когда она была молода, когда она еще даже не работала у Кельвина Кляйна. Некоторые сотрудники вспоминали, что у них была очень низкая зарплата, поэтому хоть они имели доступ до каких-то мероприятий, до архива одежды, тем не менее они не могли себе позволить там хорошую аренду или вопрос про спортзал или питание, ну вот какие-то такие вещи, которые обслуживали их самих, были им малодоступны. И девушка, которая работала вместе с Кэролайн, рассказывала, что, как оказалось, они снимали квартиры в одном и том же районе, они долго ехали на метро, и Кэролайн рассказывала, каким образом ей удается приезжать с такой шикарной прической. Потому что она мыла голову 2 раза, смывала шампунь, потом она заворачивала волосы, закрепляла их карандашом, и, в общем, пока доезжала с такими не до конца, насколько я понимаю, высушенными, потому что упоминалось, что она 2 раза делает укладку, или я неправильно перевела, но, в общем, она дважды их как-то там жмакала и закручивала, и с карандашом в этой дульке приезжала уже в магазин, вытаскивала этот карандаш, и вот вуаля, у нее была эта прекрасная прическа. Также она очень любила некоторые элементы одежды и советовала, когда у некоторых, так же как и у нее в какой-то период было не так много денег, обращать внимание, например, на черный цвет. Она давно обратила внимание, что черный – это всегда выигрышный вариант. Конечно, мы знаем всю историю про маленькое черное платье и тому подобное, но так или иначе черный – это всегда выигрышная история, его можно много с чем комбинировать. А бежевый же цвет, который также очень любила Кэролайн, наоборот, это вещь, которая очень говорит о качестве. Это по факту очень элитарный цвет, и если ткань плохая, видно, что эту вещь в этом цвете лучше не брать.
И поэтому, если у Кэролайн появлялись какие-то юбки, то, скорее всего, это была юбка от Анны Демельмейстер. Если это было бежевое пальто, это было бежевое пальто от Прада. Кстати, вот затрагивая тему пальто, Кэролайн открыто говорила о том, что пальто – это одна из тех вещей, которая должна быть дорогой и качественной, на ней нельзя экономить. Материал должен быть как можно лучше, и это будет видно, это будет заметно. И Кэролайн использовала пальто как элемент гардероба не просто верхней одежды, а как ту часть, которая является основной в ее гардеробе. Точно так же, к слову, к пальто относилась и Жаклин Кеннеди, ее свекровь, которая, если она не ввела в моду, то очень популяризировала пальто как аналог зимнего платья. Она довольно часто сменяла пальто, она предпочитала разные оттенки и хоть крой не так, чтобы сильно отличался, но тем не менее, чтобы он был всегда модный, яркий и запоминающийся. К слову сказать, на одном из аукционов в начале этого месяца было продано пальто Кэролин Бассет за сумму, которая была гораздо выше предполагаемой. Речь идет про верблюжье пальто от Прада, которым Кэролин была не единожды сфотографирована папарацци, и это пальто было продано за $192 тысячи, хотя сумма предполагалась в районе 15-30 тысяч долларов. Это пальто, кстати, подарила Кэролин тетя ее мужа Ли Радзвилл, которая в последние годы ее жизни очень ей помогала в плане общения с журналистами. Ли не хуже своей сестры Жаклин Кеннеди знала, как общаться с журналистами, как держать себя перед камерами и как использовать одежду как броню. Понятное дело, что Кэролин сама неплохо разбиралась в одежде, но, думаю, подсказки Ли были довольно полезны. Кстати, есть история о том, что они не сильно сдружились, потому что Ли не была приглашена на свадьбу Джона и Кэролин, и когда Кэролин прислала ей коробку от Hermès, та ей в ответ на Рождество прислала, по-моему, заколки из аптеки, но потом, видимо, они сдружились, и все было довольно-таки неплохо. А по поводу этого пальто и аукциона на этом самом аукционе было представлено более 20 предметов из обихода Кэролин, но среди вещей там, кстати, были еще представлены 2 пальто. Одно мы из них уже узнаем, это зеленое в клетку, и платье, черное платье от Йоджи Ямамото. Но если для пальто Кэролайн были высокие требования, то для базового гардероба они были немножко ниже. Она предпочитала очень часто покупать похожие вещи, если находила часть какого-то базового гардероба, идеально ей подходящую по крою. Это касалось каких-то белых футболок, например. Она брала сразу несколько штук. Да, в принципе, очень много людей, которые занимались продажей одежды, говорили о том, что Кэролайн могла брать сразу 2 или 3, если не пары обуви, то точно там штаны разных оттенков, какие-то кофточки. Это была довольно частая история. Насколько я помню, еще Мадлен Виане, дизайнер французский 30-х годов прошлого века, говорила о том, что если вы нашли идеальный крой своего платья, приобретите сразу несколько штук. Кэролайн как раз этим занималась. Но при этом упоминалось, что Кэролайн довольно спокойно ходила в какие-то магазины уцененных товаров. Были магазины, где можно было найти некоторые винтажные вещи, и Кэролайн спокойно шла туда. То есть не было у нее какого-то пунктика в плане брендовой одежды. То есть она искала одежду, которая хорошо сядет на ее фигуру. Благо на ее фигуру очень много что хорошо садилось. Там даже был момент для, по-моему, Клаудии Шифер делали какой-то наряд, как раз 90-е в Кельвин Кляйне. Она появлялась, была одной из топовых моделей. И невозможно было связаться с ней, там какая-то была заминка в плане одежды, позвали Кэролайн,
Она пришла, бегом разделась, надела это платье. Платье было, по-моему, из питона, и оно смотрелось на ней фантастически, когда она ушла. Сказали, что, боже, если бы я знал, что она так выглядит, я бы ее звал каждый день на примерки. Да, у нее была фантастическая фигура, и она умела ее подчеркнуть. Она не носила сексуальную какую-либо одежду, она предпочитала довольно простой стиль, предпочитала кофточки от Petit Batu, джинсы Levi's, носила кроссовки. Точно помню фотографию ее в адидасах Стэн Смит во время какого-то отдыха. В принципе, она одевалась удобно, но, знаете, есть определенные люди, на которых еще любая одежда смотрится очень хорошо. Некоторым нужно очень долго подбирать одежду под фигуру, под, не знаю, лицо и выражение лица, а кому-то просто вот что бы ты ни надела, это смотрится шикарно. Мне кажется, что вот у Кэролайн прежде всего был вот этот момент, она, что бы ни надела, все на нее садилось прекрасно. А выбирала она просто минимализм. Так получилось, что действительно то место, куда она попала работать, это было то место, которое раскрыло ее и дало возможность не только одеваться, как она хочет, но и показать окружающему миру, что это действительно может быть прекрасно, влиять на моду и быть одним из трендов. Наверное, на сегодня это все. Заговорила и наговорила очень много о чем. Не говорила про Джона, возможно, как-нибудь в следующий раз. Ну вот, возможно, кстати, как раз если про челленджеров буду делать, упомяну о его стиле. В общем, спасибо, что прослушали этот выпуск, что оставались со мной. В следующий раз снова будем смотреть что-то интересное. До встречи. Пока.